Друзья, еще раз огромный привет! Сегодня выпускал два ролика на канале. Сделал вам в одном 10, в другом 5 или 6 подборочку товаров с Алиэкспресс. И в один ролик сегодня также уместил все 16 полезных товаров, которые у меня есть в мастерской. Так что не обессудьте. Если кто-то не посмотрел предыдущие два ролика, ты можешь посмотреть один, и будет все понятно. Так что всем приятного просмотра. Поехали! Первое, на что хотел обратить внимание, это ступенчатое сверло до 32. Оно, видите, правда ржавое уже, но ничего. Со своей задачей она справляется и хорошо обрабатывает и сверлит металл. Вернее, сверлит металл хорошо. Советую приобрести. Также я пользуюсь еще вот такими вот коронками по металлу. Даже сейчас, если хотите, могу продемонстрировать. Ну, отличная штука. Давайте сейчас покажем. Вот берем кусок металла. Смотрим, это у нас 3,5. Да, кстати, штангенциркуль тоже с Алиэкспресс. И пользуюсь уже им более 2 лет. И до сих пор он себя показал только с лучшей стороны. Так, сейчас зажмем металл струбцинкой. То есть, как видим, справляется на ура. Так она вырезает. Все четко. Но это еще не все. Есть у меня вот такое вот сверлышко. Оно вроде бы для керамики. Стоит вообще копейки, но оно меня очень выручает. Особенно если работаю с каким-нибудь сплавом металла. Сейчас покажу просто даже на этом куске металла, что оно сверлит. Как видите, с ними ничего нету, отверстие уже просверлил. Возьмем с вами диск. Здесь немножко металл более каленее, чем обычный металл. Просто продемонстрирую то же самое сверло. Ему только надо пробуриться и все. И он дальше фигачит как по маслу. Реально зверь. Стоит реально копейки. Всем советую. Но раз мы затронули с вами металлообработку, не могу не посоветовать вот такой вот набор метчиков. Метчиков и плашек. Очень хороший. Да, пользуюсь давным-давно. Во многих роликах он уже фигурировал. И показался тоже только с лучшей стороны. Стоит не так дорого, но в мастерской всегда пригодится. Это прям вот советую. Также могу посоветовать вот хорошую зенковочку. Уже служит очень давно. Главное не потерять. А так очень вещь хорошая, с хорошей прочностью стали. Высокая марка, видимо. Может быть, что-то добавлено, хром ванадий, там, я не знаю. Ну, я не знаю, здесь не написано было, с чего она сделана. Но реально хорошая, уже пользуюсь давным-давно. Тоже можно взять в копилочку. Ну, а теперь, что касается у нас деревообработки. Могу посоветовать вот такие вот фрезы. Они недорогие. Но, знаете, я хочу сказать, что я вот этой фрезой бурил бетон. Не бетон, а пеноблоки. В одном из видео я даже это показывал. И то есть они до сих пор служат. И одну, правда, вот уже потерял, не знаю, куда засунул. Но тоже вещь хорошая. И цена соответствует качеству. Ну, как бы, качество не на высшем уровне, прям, да, что это не супер профессиональное. А для любителя, для домашней мастерской, я думаю, будет самое то. Также есть вот такое вот интересное сверло по дереву на 12. Они есть в наборах, есть по одному. Очень хорошо забуривается в дерево и очень быстренько его сверлит.
То есть, как видите, прям моментом. Очень достойное сверло. Сильно не нужно давить даже, вот одна рука свободна. Так что сверлышко вполне хорошее, уже давно тоже пользуюсь и очень выручает. Так что сверлышко продается как в наборах, так и по одному. Очень хорошее, давно пользуюсь и могу рекомендовать смело. Также так называемое сверло Форстера. Тоже есть в наборах, есть по одному. Меня тоже несколько раз выручало в моих самоделках. То есть, ну, она очень... Можно разные углубления делать. Под размер можно подобрать, как раз для петель. Там, если кто-то занимается мебелью, тоже могу прям вот советовать. Также могу посоветовать, порекомендовать. Ну, за свои деньги пойдет, да, недорогая, быстро зажимная струбцина. Можно также приобрести на Алиэкспресс. Ну, за свои деньги она того стоит. Недорогая и самая простая. Тоже рекомендую. Друзья, ну как же, конечно, без кораллового диска. Я про него прям делал небольшой сравнительный тест. Прям работает, вот уже он мне, ну, конечно, подстесывается, да. А в России он стоит очень дорого. На Алиэкспресс можно в разы дешевле взять. И прям вот его точно рекомендую. Прям даже не думая нужно брать. 100%. Коралловый диск прям супер. Также хотел показать, вот я как-то делал самоделку, тут неодимовые магниты. То есть самоделочка реально рабочая, служит мне до сих пор. И ее, то есть можно, ну, тут разные конфигурации, все, что хочешь, можно выставлять, как хочешь, под каким углом. Это я делал самоделочку, да, то есть можно повторить, можно что-то свое придумать, и для каких-нибудь других целей использовать неодимовые магниты. Также ссылочку оставлю на них в описании. Друзья, ну как вы знаете, скоро Черная пятница на Алиэкспресс. Хочу также вам порекомендовать вот такой вот шуруповерт фирмы Дека. Он уже брюшлес. Где тут написано, что брюшлес? Вот, брюшлес. Это уже бесщеточный, 20-вольтовый, но правда 1,5 ампер-часа. Классный шуруповерт, маленький, удобный. И стоит совсем не так дорого. То есть за свои деньги он отвечает всем своим функционалом. Как бы да, это не DeWalt, но все-таки можно взять, если не хватает денег, можно приобрести и такой шуруповерт. Также такой же фирмы хочу порекомендовать вам строительный фен. Тоже стоит недорого, ну нормально, он 2200 ватт, ну 2200 ватт, да, до 600 градусов максимально греет. В мастерской меня уже выручал сколько раз. Также я работал с пластиком и с чем только не работал, что я только не грел этим феном. То есть тоже к покупке советую. Ну, раз уже пошла такая песня с фирмой Дека, покажу вам такой вот набор. Да, по металлу здесь и по бетону сверла не айс, сразу говорю. По дереву еще более-менее. Здесь также есть набор небольших биток, небольшой набор биток. Также есть зинковочка. И 3 головки на 10, на 8 и на 7. То есть стоит вообще недорого. Если вы понимаете, что он вам не нужен, конечно, брать не нужно, потому что здесь по металлу не очень, по бетону не очень, дерево так себе, только можно взять из-за биток, из-за зинковочки и за вот этих головок. Все. То есть, ну, набор недорогой, но можно попробовать взять. Друзья, ну а как же без газовой горелки, да? Зимой и осенью в большинстве случаев большинство случаев ей пользуются. Я про эту горелку уже много чего показывал. Рассказывал, что здесь у нас с газогенератором, потому что здесь есть трубочка, которая подогревается жидкая газовая смесь, когда баллончик переворачиваешь, поступает жидкая фаза. Он ее подогревает и уже более газообразным она выходит, то есть не горит при переворачивании в пламени. Я показывать сейчас не буду. На канале и ролики про эти газовые горелки у меня уже есть. Также ссылочку оставлю в описании. Также я вот показывал такую вот газовую горелку. Она самая простая, недорогая. Ее я переделал для заправки газовых баллончиков от обычного пропанового баллона 40-литрового. И кто-то даже говорил, что будет гореть, плавиться. Пользуюсь, ничего не плавится. Тоже могу посоветовать. Также есть вот такие газовые горелки. Самая простая, без ничего. То есть на Алиэкспрессе их полно, выбор огромный. Также ссылочку оставлю, немножко подешевле, чем у нас в России. Тем более будут скидки. Друзья, также хочу порекомендовать вам вот такую Wi-Fi камеру.
Приобрел себе тоже ее на Алиэкспресс. Также ссылочку оставлю в описании. Камера идет в комплекте уже с флеш-картой у меня была, с проводами. Ну, это сеть. Сейчас я попробую подключить и продемонстрировать ее вам на телефоне, как она работает. Камера подключается к телефону. Можно лицезреть себя. Также можно ей управлять на телефоне. Она ворочается в разные стороны на 360 градусов. Так, друзья, видите, да, я ее повесил вот наверху. То есть она, за ней можно вот повернуть даже по мастерской. Она работает через Wi-Fi. Пишет время, также может сохранять в облако. Не, на самом деле можно повесить. Также я пытался следить, там выходил, она пишет голос, то есть можно... Привет. Ну, это фон, да, здесь будет. Ну, то есть она даже вот здесь записывает, слышно голос. Но это фон. Так что, друзья, также вот советую, обязательно себе повешу на улице. И можно будет следить, потому что камера с датчиком движения, значит, с ночным видением. И смотрите, вот я в мастерской нахожусь на Wi-Fi, ловит из дома хорошо на дальнем уже расстоянии. То есть все работает четко. Камеру хочу давным-давно повесить на улицу. Уже купил ее, наверное, месяца 3 назад, и никак не дойдут у меня руки. Но я это обязательно сделаю, даже потому что интересно, когда уезжаешь, можно последить с телефона и посмотреть, что делает твоя собака, кто ходит в округе. То есть можно поворачивать, повесить на высоте, и будет классно. Советую. Вот, друзья, у нас вот получилось вот 5 или 6 таких вот полезных товаров с Алиэкспресс, которые необходимо приобрести. Да, это может быть как бы какая-то в долем случае реклама. Но я просто вам показываю, что у меня есть. Вы все равно себе полезете на Алиэкспресс в Черную пятницу и все будете смотреть. Я вам показал, просто дал небольшой совет, что можно приобрести. Если понравился ролик, обязательно палец вверх. Все полезные ссылочки на Алиэкспресс у меня будут в описании, на все товары. Советую зайти посмотреть, ознакомиться. Ну, вам всем крепкого здоровья, до новых встреч, пока.